Здравствуйте, меня зовут Анастасия, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я хочу обсудить очень важную тему, это тема психологии горшка. Как приучают, когда, как правильно и как с этим обстоят дела в Турции. Наш советский, постсоветский менталитет – это, конечно, большая беда. Наши стереотипы общества – это большая проблема. Выходит мамочка со своим малышом примерно 2 лет с памперсом, и начинаются на нее нападки. Там вблизи сидящие бабки. Молодые мамашки начинают: ой, 2 года в памперсе, да какой позор, да разве так можно, а ты чего горшку не приучаешь? В общем, обосрут с ног до головы, и наша бедная поникшая мамочка приходит домой, и начинаются не у ребенка, а у нее психологические проблемы, и начинается стресс, что ребенок до сих пор не ходит на горшок. В Турции с этими делами, конечно, обстоят очень хорошо. В этом плане здесь люди абсолютно расслабленные и абсолютно не парятся. Здесь есть детки на площадке, если вы увидите 4, и я не шучу, даже 5 в памперсах, вы не удивляйтесь. И, кстати, удивляться будем только мы. Турки к этому абсолютно равнодушны. Вас здесь не обсудят, на вас здесь не покажут пальцем. Здесь, кстати, горшку не приучают. В каком плане? Здесь я практически не видела в домах, где есть дети, горшков. Почему? Потому что здесь приучают сразу к унитазу. Здесь для унитаза есть всякие прибамбасы, в общем. Там и сидушки сверху, каких только родов нету. Есть лестницы, лесенки такие, пластмассовые, интересные тоже. Каких только лесенок нету. Каких стульчиков под унитаз нету. В общем, акцент у них здесь и стоит на унитазе. В Турции нет ясли-садиков, здесь начинается детский сад с 3 лет. Может быть, есть где-то, но, может быть, платные какие, не знаю. В общем, государственная система, садик начинается с 3 лет. Когда вы приходите в садик, вас спрашивают, приучен ли малыш к горшку, либо нет. Если не приучен в памперсе, то вас не возьмут, отправят домой. По моим наблюдениям, горшки, конечно, здесь довольно-таки дорогие. Самый простой горшок, это был 2 года назад, 150-200 лир стоил. Сейчас, наверное, еще в 2 раза дороже. Горшки, конечно, не нужно покупать, я их называю извращенные горшки, со всякими играми, со всякими музыкальными, там какие-то пикалки-тыкалки, с какими-то бачками, со сливными, еще с чем-то, в общем. Это какой-то ужас. Нужно приучать горшку самому простому советскому пластмассовому либо железному горшку, без всяких прибамбасов, что будет лучше для психики ребенка. Вот наши бабушки, наши мамы начинают, вот у меня свекровь, она довольно-таки на тот момент уже была старенькая, и она мою дочку брала и чуть ли не сажала на горшок с 3 месяцев. Я, конечно, особо возражать тогда и не возражала, и молодая была, ну, думаю, раз так делать, значит, так надо. Нет, мои хорошие, приучать к горшку надо с 1,5 года до 3,5. В этом промежутке ваш ребенок обязательно приучится. Также есть у Фрейда, как он описал, 2 этапа развития. Первое – это оральный, когда малыш все тянет в рот. Таким образом он познает окружающий мир. Не препятствуйте ему, не отбирайте, не возмущайтесь. Ой, микробы, ой, грязно. Кстати, в доме микробы, они все с вами знакомы. Вы с ними взаимодействуете, и дома малыш ничем не заразится. И второй этап – это анальный. То есть, когда ребенок учится контролировать свои какашки. Акт дефекации, он тоже проходит с 1,5 до 3,5. Даже малыш, если ваш с 4 начал, ничего страшного, не нужно его таскать по всем врачам. В этом возрасте у малыша начинают шевелиться извилинки в голове, мозг начинает уже понимать, что он хочет какать или писать, и не нужно его терроризировать. 1,5 года, где-то с 18 месяцев, обязательно снимать памперс.
Во-первых, это попка, писька, все там преет, немножко надо отдыхать тоже этим органам бедным. И второе, это когда он будет мочиться, он будет понимать, что с ним что-то происходит. У меня дочка где-то в 1,5 года, я ей тоже сняла памперс. Я накупила себе 10 штанишек без лапок, без ножек, хлопковые трикотажные, и она у меня писалась, какалась, в общем, пряталась за диван, у меня какашки вытрясала, но при этом приходила, говорила мне, что мама, я покакала, я пописала. Так у меня она с такими методами, она у меня в 2 года сама уже стала проситься на горшок. Но у меня был случай из моей личной практики, я тогда была еще молодая, зеленая, и как-то она мне прям вот приперла уже с этим горшком, не садится, не садится, все кидает мне какашки за диван, притихнет, покакает и, в общем, бежит. Я тут уже не выдержала, говорю, слушай, собирай-ка ты свои какашки сама. А она с криком, с ором, со скандалом, но она у меня все-таки собрала эти какашки своими руками. Так делать, конечно, не нужно, так не делайте. И, в общем, у нее после этого как рукой сняло. Она какать садилась уже сразу на горшок. С 18 месяцев до 3–3,5 лет вы сами поймете, что малыш физиологически готов к горшку. Как поймете? Он начнет от вас либо прятаться, притихнет. Вы можете в этот момент спросить у него: ты хочешь писать, ты хочешь какать, давай-ка мы с тобой пойдем и сядем. Если у вашего малыша есть брат или сестра, это вообще идеальный, отличный вариант. С 1,5 годика начинайте. Я, например, делала. Я возле унитаза поставила горшок. И у меня, когда дочка ходила в туалет, она брала с собой братика и садилась, и он тоже посидит, встает. Но иной раз бывало, что он и пописает. Либо проводите с малышом беседы. Также берите старшего брата или сестру, показывайте, что вот надо сидеть, надо покакать, надо пописать. Ну, в общем, все в этом роде. Если ваш малыш сделал промах, то бишь в горшок не пописал, а встал, а потом пописал на ковер, ничего страшного, ни в коем случае его за это не ругайте и уж тем более не бейте. Это абсолютно физиологический, еще раз повторяю, процесс. Закладывается, также Фрейд это отметил, характер, будет ли в плане удержания, будет ли ребенок упрямый, жадный или наоборот. Второй момент – это выталкивание. Спокойный, вспыльчивый, со спокойным вздохом, выдохом, спокойным лицом, просто сказать: ничего страшного, в следующий раз у тебя получится это сделать на горшок. Еще есть такой момент, я его называю регресс горшка. Это когда малыш ходил на горшок, потом мамочка начинает жаловаться, что вот ему исполнилось 2 года, и он категорически не хочет садиться. Я вам скажу почему. Потому что малыш уже подрастает, и он начинает чувствовать себя как личность, и он уже начинает понимать, когда он хочет и где он хочет, и он уже не будет делать то, что вы хотите. Он уже будет делать так, как он считает нужным, как он считает. Опять же, сделали вдох-выдох со спокойным лицом и не обратили внимания. Немножко дали время малышу, некоторое время успокоились, и он опять начнет ходить на горшок. Мамочка мне говорит: как это я сниму памперс, чтобы она мне засрал, говорит, весь ковер, мой персидский ковер. Я говорю: мамочка, тебе важнее психологическое состояние хорошее малыша, либо тебе важен твой ковер, который можно постирать, и на крайний случай, здесь у нас в Турции, я видела у многих хозяек, на ковер стелят такое резиновое хлопковое покрывало, оно вот так обволакивает ковер. На крайний случай можете обволокнуть свой ковер. Еще хочу сделать одну пометочку. Это когда ваш малыш наконец сходил впервые, пописал или покакал, и вы начинаете хлопать, аплодировать, вау, этого делать тоже не нужно. Это нормальное, не что-то вон выходящее из специфики процесс, для которого аплодировать это не нужно. Я моему малышу сейчас 1,5 года, у меня стоит в зале горшок, пусть, думаю, ему глаза мозолит, привыкает к нему.
Ну, иногда он может так посидеть, встать и где-нибудь пописить. Но пока, видимо, еще осознание к нему не пришло. В общем, вчера попросила его, я говорю, сынок, я говорю, а я смотрю, он уже что-то тужится такой, что-то весь. А я просто возьми, скажи, думаю, все равно не поймет. Я говорю, иди, слушай, покакай на горшок, я говорю, что ты тужишься здесь стоишь? Ушел, думаю, ну ладно, поиграется там где-то. Прихожу, и вы не поверите, он сделал именно так, как я ему сказала. Не в, а на горшок. Посмотрите подробности на видео. Вот так он решил покакать. Не справился, видимо, с крышкой. Была полезна эта информация, обязательно не забудьте подписаться и поставить пальчик вверх. И обязательно оставить комментарий для поддержки моего канала.